Валентина здесь сегодня, и я думаю, что у нас получится интересный разговор. Здрасте. Здравствуйте. У меня один вопрос. Первый, вообще сходу. А вы вообще едите? Да, я ем, но вот сейчас я очень сильно похудела, будучи в Москве, на 37 килограмм, и мой рост 176. 176 и 37 килограмм. Это, конечно, вау. Я таких весов у взрослых людей не встречал никогда. То есть вообще почему, откуда возникло? Вы же не всегда такой были, правильно? Мне всегда хотелось выглядеть экстравагантно и не быть похожей на большинство, потому что я считаю, что если выглядеть как большинство, то и жизнь как у большинства. То это, ну, типа, скучно. Да. Это не дает внимания, которое хотелось бы получить. Это и сама себе не нравишься. Я всегда хотела быть похожей на какую-то именно куклу. Вот, я в год сделала 5 операций. Недавно вот я вернулась с Москвы, сделала диски глаза и ринопластику повторную. Мне всегда хотелось кукольности, меня в детстве не замечали мальчики, и, возможно, это как-то повлияло. Я подумала, что сейчас меня все должны замечать. Вы не одна такая девушка. И действительно, я в Инстаграме, даже ваши подруги, вы с ними фотографируетесь, вы снимаете. То есть можно говорить о том, что это действительно какой-то тренд. Это я создала этот тренд, потому что именно когда девочки, мои подруги, даже в том числе, видят меня, они интересуются размером груди, интересуются, у кого я делала, даже просят все потрогать, там смотрят шрамы и хотят тоже. И считают, что мой какой-никакой успех связан именно с грудью. Это правда, потому что мне, ну там условно, после того, как мы сделали первую операцию, поставили импланты 370, если не ошибаюсь. 350. 350. И для меня это уже было тогда как бы, ну, верхний предел. Так мало было, на самом деле. Да, и сейчас мы пошли больше, и сейчас поставили 600. А для меня это уже не просто верхний предел, а то есть это уже за гранью дозволенного. И моя позиция, я вам объяснял несколько раз на операции, она в том, что перед операцией, она в том, что я как бы как профессионал могу это сделать без осложнений, но, например, моя точка зрения эстетики и мое восприятие эстетики, оно отличается от вашего. То есть реально есть пациентки, девушки, ваши подруги, которые к вам приходят и говорят: ты круто выглядишь. Вау, я хочу так же, дай мне контакт там твоих хирургов, твоего хирурга по груди, как ты добилась этой худобы? И, кстати, второй вопрос, а как вы добились такой худобы? Mounjaro, Wegovy, это два препарата вместе, плюс еще антидепрессант, я забыла его название, он тоже влияет на худобу, то есть ты не хочешь есть, вот, и всегда в хорошем настроении. Очень интересно. А сколько раз вы в день едите? И типа сколько? А вообще по желанию. Я вот, ну, сейчас 37 килограмм, но я хочу набрать до 42. Вот. Почему? Уже мужчины говорят, что как будто Ну, типа бы, перебор. уже как будто, да, too much. Я чувствую с этим проблемы. Вот. И как бы 42 для меня идеально. Я просто не специально похудела до 37. Это как-то вообще случайно получилось на стрессе. Еще вопрос. Ну, то есть для меня, как для хирурга, и, допустим, когда я выкладывал фотографии или там репостил, мне многие пишут: неужели вы не понимаете, что это риск для здоровья в первую очередь? Мы не говорим об операционных рисках, потому что когда организм недополучает там белка, углеводов, естественно, заживление идет хуже, чем хотелось бы. Но в целом мы понимаем, что, ну, там, это может плохо закончиться. У вас есть страх этого или нет? У меня вообще нет страхов. Вообще нет страха. Ну, у меня страх только остаться, не знаю, одной, и все. А вот вы говорите, внимание мужчин. То есть есть пул мужчин, которым прям нравится эта история. Мне важно в целом, есть у меня мужчина, нет у меня мужчины, чтобы просто все мужчины мной восхищались. Я как бы от этого получаю энергию, получаю вот, какой-то заряд эмоций. А если вы слышите какой-то хейт и негатив,
Понятно, что от женщин вы наверняка услышите. От женщин? Но от мужчин в том числе наверняка тоже. От бедных мужчин. От бедных мужчин? Да. Серьезно? Ну, то есть это, условно, есть ресторан, вы заходите в ресторан здесь, Нет, в вообще Дубае. я не слышу Ни хейта. разу. Вообще ни разу. Только вот, ну, я слышу это в комментариях, вот, от непонятно кого, о том, что я там переделанная кукла, и все. То есть никогда в жизни не сталкивались с ситуацией, что вы пришли в ресторан или... Ладно, бог с ним ресторан. Есть общественные места, есть там Я самолет. просто очень редко с кем выхожу в ресторан. Я выхожу, ну, либо с компанией девочек, вот, либо как бы, ну, с определенными людьми. И я точно знаю, что они такого не скажут мне. Ну, то есть к вам просто не подходит... окей, знакомиться подходит. Вы летите куда-то, вы летите там в Дубай, в самолете. Со мной вообще не знакомятся в публичных местах. Не знакомиться. Нет. А что тогда эквивалент внимания мужчины? Просто смотрят, кто-то делает комплименты, кто-то, ну вот в Инстаграме ярко выглядит, тоже для меня важно. То есть, ну, такая картинка, которая, ну, условно, создана искусственно. Да. Я не знаю, сколько это этично спросить возраст и сказать. Вы можете сказать Да, это? мне 21. 21? Да. Серьезно? Да. Просто забегая вперед. 30. Как вы себя видите? Как вы видите свою жизнь? Я не знаю, как я вижу себя в 30. Я не думаю об этом. Мне страшно думать о будущем. Ну, типа там дети, семья. Нет, какая цель вообще? Детей я не хочу. Муж, да, возможно, но чтобы у мужчины были свои дети. Угу. То есть уже с детьми? Да. Ну, в У целом. меня был опыт, когда я дарила подарки детям мужчины. Одна из идей, почему хотелось бы пообщаться, потому что я, будучи хирургом, и опять же, я понимаю, что нужно сделать и как это можно сделать, во мне происходит борьба, с одной стороны, опыта и умения, а с другой стороны, моих там взглядов на красоту и вкусов. То есть я вам скажу честно, мне это не нравится. И я считаю, что это уже перебор. А идти еще дальше – это еще больше перебор. И, собственно, очень хотелось бы эту тему обсудить, потому что просто то, что для меня, хорошо, даже если мы убираем, в данном случае я могу отказать, я могу делать операцию, могу не делать операцию, но Я хочу, чтобы... вы понимаете, что у нас могут быть осложнения. Какие? Ну, там кожа может, я прошу прощения за немедицинский термин, она может лопнуть. Ну, я думаю, что такого не случится с таким опытным доктором, как вы. Да, но это не от меня зависит. Даже не знаю, как в конкретном случае отреагирует кожа на имплант. Ну, 850 хотя бы. Сейчас я чувствую себя некомфортно, потому что мне кажется, что это мало, и я хочу где-то 850-900 цц. Некомфортно. Через полгода, да. А что значит некомфортно? Ну, некомфортно, как будто она маленькая. Слушайте, ну здесь вот из того, что я вижу, здесь такой, то есть, либо это, в любом случае, когда мы разговариваем с любым человеком, и, знаете, как книга была, да, то, что все люди носят маски, наверняка какая-то маска есть у вас, точно. Возможно. И мы не понимаем, что за ней находится. И я вряд ли думаю, что мы сейчас сможем ее сорвать, и вы сможете рассказать о том, кто вы на самом деле внутри, и, скорее всего, вот тот способ там привлекать... Я просто хочу экстравагантно выглядеть, не более. Окей, ну можно же там просто одежду подобрать. Одежда, она не будет выглядеть так же эффектно, как именно грудь. Но всегда мужчины смотрят на грудь и на попу. Это правда, да. Здесь сложно с этим спорить, действительно так. Но проблема в чем? И в чем как бы краеугольный камень? В том, что вы подходите к порогу, который уже становится опасным для вашего здоровья. То есть вы можете условно пойти... Опять же, я не сужу в данном случае, ни кто судья. Но мы говорим о том, что как доктор, ваш доктор в том числе, я должен предостеречь, как минимум, сказать о том, что сочетание двух препаратов, которые влияют на аппетит, которые влияют на распределение жировой ткани, антидепрессантов, ну, может просто плохо закончиться. Ну, там, я не говорю о летальном исходе, боже упаси, тю-тю-тю.
по дереву. Но какой-нибудь реанимации или еще чем-то совершенно элементарно. Ну, у меня вообще нет этого страха. Для меня есть только вот цель выглядеть так, как я хочу. Цель выглядеть так, как вы хотите, для того, чтобы получать внимание мужчин. Получать внимание мужчин, нравиться себе, быть популярной среди подруг, чтобы девочки сами меня хотели. Окей, а нет ощущения, что они не то, что... То есть они с вами общаются не как с человеком, потому что, ну, опять же, мне кажется, это моя личная интерпретация вообще взаимодействия с людьми, крайне важно, как тебя воспринимают именно личность, как личность, а не некую внешнюю оболочку. И, конечно, чем больше появляется вот этой фриковости, я прошу прощения за это слово, но тем больше люди, им просто становится интересно наблюдать, но им совершенно все равно, ну, кто такая... Многие люди, ну, начиная со мной общаться, думают, что я высокомерная, что я, ну, вот я как выгляжу, как фрик, типа, там, с большой грудью, там все, с экстремальной худобой, что я как будто ну, немного не в себе. Но когда они начинают со мной общаться ближе, они понимают, что я, ну, искренний, добрый человек, который всегда придет То на есть помощь. вы можете сказать, что у вас сейчас отношения с своими подругами и людьми, которые вас окружают, они искренние, и они никак не связаны с вашим внешним видом. У меня вообще... Внешний вид — это способ установить контакт. У меня очень мало вообще подруг. В Москве это было вот одна подруга из Москвы, другая приехала в Москву. Вот. Остальные это просто знакомые. И все. Хорошо, а в Дубае? В Дубае я не могу найти каких-то прям именно вот подруг. Дмитрий Владимирович, а почему, когда я отмечаю вас в Инстаграм, вы не репостите меня? Ну, это вы мне написали это как-то на Да. одном из постов. На самом деле я очень люблю, когда меня отмечают, с большим удовольствием репощу пациенток. Ну, во-первых, потому что глобально я не хочу популяризировать вот эту историю, этот тренд, честно. Во-вторых, с точки зрения эстетики, я говорю вам и говорил на консультации, я не могу сказать, что мне нравится. То есть мое эстетическое видение женского тела и груди, и того, как ее можно менять, оно отличается. Отличается радикально. То есть мне то, что я делаю, не нравится. Это колоссальная битва внутри меня, потому что я понимаю, с одной стороны, как это сделать без осложнений. С другой стороны, я делаю то, что мне не приносит удовлетворения эстетического. А для меня, как для хирурга, это на самом деле чрезвычайно важно. Представляете, к 850 как будет? А точно будет. То есть у меня нет Точно. варианта не поставить. Точно будет. В целом, всегда вот так вот происходит наш разговор. Отказать крайне сложно. У меня еще один вопрос. У меня есть еще один пациент, который в свое время наделал много-много шума. Это Кирилл Терешин. Он, к сожалению, на каком-то этапе по большой, наверное, глупости Руки-базуки? ушел, да. Руки-базуки, да, вы знаете. Как вы с вашей позиции можете описать этого человека? Зачем он это делает с собой? Ну, мне кажется, он делал это тоже для того, чтобы выделяться, для того, чтобы о нем говорили, ну, чтобы не забывали. А это, с вашей точки зрения, это окей или это перебор? Ну, лично как у него было, это перебор. Почему? Ну, потому что это уже реально вредило здоровью. А в чем разница между, условно, вашей экстремальной худобой и введением препаратов в руки Кирилла? Почему вы считаете, Но что... он же препарат какой-то некачественный вводил себе, Некачественно? насколько я помню. Вот. В этом как бы разница. То есть, если бы он просто вставил огромные импланты в бицепсы и трицепсы, и у него стали такие мультяшно смешные руки, но при этом это были бы сертифицированные импланты, Да. это было бы окей. Да, То есть вопрос глупости Кирилла заключается в том, что он вводил некачественные препараты, и все. да. И Хорошо, а вы знаете, что попытка убрать для него, то, что мы прооперировали, слава богу, для него закончилось хорошо, но потом он пошел в какие-то другие клиники, где, собственно, у него там возникли определенные проблемы. Вы понимаете, что вы через какое-то время продолжительное, находясь в том состоянии,
когда организм недополучает питательных веществ, он находится в тяжеленном стрессе, вы можете в 30 лет получить проблемы со здоровьем колоссального характера и быть на месте того самого Кирилла. Я об этом пока не думаю. Меня на данный момент все устраивает, и я хочу еще улучшить свою жизнь с помощью своей внешности. Вопрос. Вашего видения эстетики и вашего пути. То есть 21. Когда вы поняли, что хочется, ну, во-первых, выделяться, а во-вторых, когда вы поняли, что надо, ну, что-то для этого делать, и что вы начали делать, с чего вы начали? Выделяться мне хотелось всегда. Ну, с какого, вот как вы себя помните, 5 лет? 5 лет вы, девочка, с косичками играете Ну, в где-то игрушки. лет там в 14 мне хотелось выделяться, там, ну, макияж, но это все было как-то очень стрёмно. Потом я поняла, что нужно выделяться по жизни. Я уже отдельно жила от родителей в 17 лет. Это для меня было более приоритетней, чем внешность. Потом у меня было акне, это не давало мне выделяться, это занизило мою самооценку на какое-то время. Моя первая операция была ринопластика. Все говорили мужчины, что у меня там красивая грудь. Был мужчина, который прям настоял, чтобы я сделала грудь. Это мой партнер до сих пор, мы встречаемся, вот. И ему нравится. Он говорит, не надо больше, но я уже вошла в это. Уже сложно остановиться, вы просто привыкаете. Хорошо, а вы не боитесь, если вы сделаете больше грудь, партнер скажет, ой, слушай, ну, типа, я не хочу больше. Я считаю, что если один скажет «я не хочу», значит, найдется другой, кто скажет «я хочу тебя любой». А вообще вот с точки зрения, ну, там, опять же, подруг, с которыми вы общаетесь, похожих, которых мы относим к этому тренду, насколько это востребовано среди мужчин? У русских мужчин это не востребовано, вот, потому что вот я была в России, я вообще ни с кем не познакомилась в ресторане. В Дубае Дубай, во-первых, русские мужчины более цивилизованные, и в целом я не люблю русских мужчин, я люблю европейцев, англичан, американцев. Они любят экстремальную худобу и типа русская Барби. Угу. Очень интересно. Я никогда в таком ключе не думал о разнице восприятия женщины и женского тела. Хотя оно, конечно же, есть. То есть я уверен, что в России вообще, наверное, русские мужчины сильно избалованы, да, выбором женщин. Мне кажется, они хотят просто каких-то колхозниц, которые вот, ну, ничего там натуральное, ничего не делают. А натуральная — это колхозница? Ну, типа, да. Ну, то есть вот когда аккуратная, красивая грудь, вот чуть-чуть сдернутый сосочек — это колхоз. Ну, типа своя. Окей, да, своя. Ну, кому как нравится, но и это зависит... С вашей точки зрения. Колхоз, это зависит касаемо более образования, но вот именно русским мужчинам нравятся немножко вот глуповатые девушки, которых можно вот обдурить. Это гениально. А американцы, англичане, они, то есть им нужны более разумные, умные. Нет, ну просто они видят перспективу общения с человеком, если, допустим, человек там читает книги в английском оригинале, человек образованный, с человеком есть о чем поговорить, у человека есть внутренний мир. И они это больше ценят. Да, и... А русские, то есть, я просто для себя пытаюсь разобраться, потому что для меня это вообще абсолютно, мне безумно интересно, потому что я никогда в таком ключе не думал, вообще не разговаривал ни с кем, и никогда это не появлялось на моей там повестке мыслей или диалогов, или общения в ресторане. То есть, грубо говоря, правильно ли я понимаю, что есть пул мужчин, которые там условно ходят в рестораны, большие, стандартные, модные, популярные. И этим мужчинам не нужна умная, начитанная девушка, читающая в оригинале, я не знаю, Шекспира или Она, может Оскара быть, ему Уайлда. нужна, но
они ее как-то не заметят. Как-то пройдет так, что, ну, ее должен с ней кто-то познакомить. Вот. То есть они не обратят на нее внимания. Они не обратят на нее внимания, как вот лично. Потому что она теряется на фоне огромного количества вот этих колхозниц. Да, но которые там ничего за собой не делают, там, образно говоря, там не красят корни волос. А тогда к кому мы можем отнести большинство посетителей женского пола, современных московских ресторанов или дубайских ресторанов, русских или русскоговорящих, которые следят за собой, но следят за собой не так нарочито. Они не экстремально худые, у них не огромная грудь. Это просто средний, но им и по среднему и жить. Окей, хорошо. А вы, по сути, в себе с одной стороны сочетаете вот такую безумно яркую, эпатажную картинку с высоким уровнем интеллекта и образования. Да. Правильно я понимаю? Да. Вы читаете в оригинале английскую литературу? Учу, я с сентября начала учить английский. Сейчас вот я читаю Pride and Jealousy, гордость и предубеждение. Вот. Еще книгу «Грозовой перевал» тоже на английском читаю. Прохожу курсы этикета и на русском, и для Европы тоже курсы этикета. И то есть задача создать вот такого вот создать такого человека, который с одной стороны сочетает в себе безумный эпатаж, он, конечно, безумный, а с другой стороны что-то интеллектуальное, образованное, для того, чтобы мужчина, с одной стороны, обращал внимание на внешний вид, цеплялся, а потом понимал, что там просто пропасть интеллекта. Да. Подруги, которые повторяют этот стиль, которые приходят и говорят: кто твой хирург, мы хотим грудь, которые мне пишут: мы хотим больше. Что это, Аврора? Ну, там много, я не могу говорить, много, я не могу медицинскую тайну открывать, но их много, реально много. Они такой же философии придерживаются? Нет, они считают, что если ты просто сделаешь экстравагантный вид, экстравагантно начнешь одеваться, будешь вести страничку в Инстаграм, то сразу же найдется мужчина, что развитие для этого не нужно. Просто многие не понимают, сколько я на самом деле вкладываю в свой интеллект, в свои курсы. Они думают, что я вкладываю только в грудь. Окей, да. Ну, это как бы это то, что на поверхности как раз. Да. Это тот самый крючок, на который цепляются все люди. В принципе, я им этого и не говорю. Я как бы... Мы сейчас не раскрыли никакой секрет. А то они послушают подкаст и тоже начнут образовываться. Нет, это, конечно, на самом деле достойно уважения, это сложный путь, и действительно... Нет, я многим, кстати, говорила, что чтобы как-то продвинуться по жизни, нужно там что-то изучать английский, допустим, это как база. Вот. Окей, конечно. Вот. Они начинали, но они тут же бросали, столкнувшись со сложностями. Потому что там, допустим, пойти на тусовку важнее, чем позаниматься. Но это проблема, мне кажется, всего человечества. Для что меня выбрать нет. Развитие или удовольствие. Конечно, большинство людей выбирает удовольствие. Для меня нет. Для вас нет. Ну, слушайте, это тоже достойно уважения. Если вдруг по какой-то причине, однажды придя в ресторан, ты увидишь, что никто не реагирует, и станет в тренде, появится что-то другое, третья грудь, я не знаю, супер большая попа. Будешь ли ты этому следовать? Или ты будешь продолжать оставаться в том формате? Я буду продолжать оставаться в том, что нравится мне, и то, как себя вижу я. Потому что большую попу в себе я не вижу, как и третья грудь тоже. Есть ли мечта у вас? Ну да, наверное, есть. Это более духовное, это встретить человека, с которым, который будет тебя понимать, которого ты будешь понимать. Именно уровень такой поддержки, что вот как вы, как одно целое. А если в какой-то момент смоделировать ситуацию, вы встретили человека, с которым состоялся вот этот духовный коннект, вы понимаете, что это родственная душа, и этот человек, он говорит: послушай, ты очень хороший. Я за всем вот этим разглядел ту самую душу, то, о чем мы начали говорить. И
эта душа, она, наверное, требует немножечко, ну, уже не нужно это. Будете ли вы менять что-то в своем теле, убирать импланты или набирать вес, или нет? Это зависит вообще от времени, от того, как я этого захочу. Типа, если я захочу так сделать, я захочу так сделать. Если нет, то нет. Я считаю, что человек, который твой, он принимает тебя любой. Ему может что-то не нравиться. И что-то не нравится, иди сними эскортницу. Там, Который понравится. да. И Вот. вернись обратно. Да, и вернись обратно. Потому что рядом со мной человек не находится только, ну, потому что у меня большие сиськи. Такой тоже вопрос. Вот с точки зрения вообще жизни, с точки зрения, ну, каких-то стандартных ритуалов и в том числе и телесного контакта. Есть ли какие-то минусы у того, у худобы, у большого размера груди? Вообще не замечаю. Вообще никаких? Вообще не замечаю, только позитив. Мы часто это обсуждаем. Ко мне приходят многие пациентки там, после 55 часто и говорят, мы хотим убрать импланты, потому что невозможно спортом заниматься, невозможно лежать банально на спине, на груди, делать массаж. Ну, я не хочу дожить до 55. Не хотите дожить. Вы хотите раньше покинуть этот мир? Да, Серьезно? да. Какая Ну, верхняя я не граница? знаю, тогда, когда я начну терять свою красоту, и пластическая хирургия не справится. Начинает это происходить достаточно рано. И чем раньше вы, особенно если мы говорим о теле, лице и худобе, тем быстрее это может наступить. То есть это может случиться через 10 лет. Ну, для меня главное ярко жить в моменте, вот, а уже потом будь что будет. То есть вы отмеряете себе вот эти 10 лет. Ну да. Ух. Другое интересно, потому что мы же все, я воспитываю детей, например, 2 детей. И мне интересно понять, а были ли какие-то с вашей... Это очень личный вопрос, вы можете не отвечать. Я отвечу. Были ли какие-то травмы, были ли какие-то ситуации, после которых вас обидели, вас, я не знаю, вам нравился мальчик, и этот мальчик вас не поцеловал, или прошел мимо, или поцеловал подругу, или что-то еще. Ну, то есть, после чего это началось? Меня всегда родители говорили, типа, ты вот должна быть лучшей, то есть только 5, только 5. У меня была гиперопека, я не могла встречаться с мальчиками. Меня это тоже раздражало. У всех есть парни, у меня не было парня. В то время это считалось, что если у тебя нету парня, значит, ты лох, ты никто. А парня запрещали родители? А парня запрещали родители. А почему? Ну, они думали, что я попаду в плохую компанию, наркотики, алкоголь. Хотя к этому предпосылок вообще не было. Они просто вот встречали меня со школы и все. А родители живы, все в порядке? Да. А как сейчас с ними взаимоотношения? В 17 лет я ушла из дома. Это был конфликт? Какой конфликт? Нет, Ну, с это был родителями. не конфликт. Просто ушли? Это просто все были на работе, я получила как бы аттестат, и все, и ушла. А сейчас вы с ними? Некоторое время мы не общались. Сейчас, да, я общаюсь с мамой, я ее простила. Она сказала, что она, ну, действительно плакала, извинялась, что она не знала, как проявлять любовь, она хотела как лучше и думала, что это действительно будет лучше так. И если я ничего не говорила, если человек как бы не понимает, ну, значит, я считаю ему без толку говорить. Как бы я ее простила, мы хорошо общаемся. Ну, с отцом я не особо общаюсь. Но они вместе с матерью. Они в разводе, но живут вместе. В какой-то момент у вас состоялся разговор с матерью? Да. То есть, когда она сказала, типа, что что ты с собой делаешь, дочка... Они даже не говорят о том, что ты делаешь. Они говорят, подумай, точно ли ты это хочешь. Разговор у нас состоялся еще тогда, когда я еще ничего не сделала. Вы пришли и сказали, мама, у меня есть к тебе претензии. И эта претензия вот в том, что вы сейчас озвучили. Гиперопека, супервысокая планка, ожидания. Я просто заблокировала всех их. Они искали со мной выход на связь. В итоге, нашли. И, мы поговорили. Отношения с каждым годом стали теплее. И даже за какие-то пластические операции они не считают, что, мама конкретно не считает, может быть, внутри она считает, конечно, но
мне она это не высказывает, а ну, просто желаю, чтобы все прошло хорошо. У вас бывают моменты и мысли, когда, ну, условно говоря, вы сомневаетесь в правильности пути, когда вы себе говорите, вероятно, я иду не туда, и, вероятно, это, может быть, трагедия для моей семьи, они меня приняли, но это не значит, что там родители не расстраиваются или мама там, вечерами не плачет. Я считаю, что касаемо детей и родителей, ребенок вправе делать то, что он хочет. Ребенок, я считаю, никак не должен помогать финансово родителям, потому что иначе он нарушает как бы вот эту, ну, как иерархию того, что кто кому что должен. Но вопрос все-таки о другом. Сомневаетесь ли вы? Вообще не сомневаюсь. Никогда, Касаемо вообще родителей, никогда. я- Нет, не родители, вашего пути. Я имею в виду всей Я этой сомневаюсь трансформации. лишь в откровенных фото в Инстаграм, нужно ли это или не нужно, и в создании OnlyFans. А он есть у вас? Да. Вы сомневаетесь, но делаете? Да, но он очень скромный, поэтому... Насколько вообще можно спросить про финансовую составляющую? Это дает определенный доход? Да, это дает определенный доход, но это чисто как мой бизнес, я так самовыражаюсь. Это хороший доход? Смотря как, от 5000 до 8000, хотя В я... месяц? Да, Это долларов. хороший доход. Хотя я не раздеваюсь на OnlyFans, там ничего не показываю. То есть чисто какие-то красивые фото в белье, фото пресса. Для мужчин и для тех, кто любит изучать анатомию. Да. Потому что, конечно, да, когда нет жировой ткани, видно абсолютно все мышцы и все остальное. Есть какие-то границы, которые переходить нельзя для вас? Наркотики нет, точно нет. Нет же? Нет. Нет. Алкоголь? Алкоголь тоже нет. Тоже нет. Курение? Тоже нет. То есть вы, в принципе, за здоровье? Да. Почему вы сказали, что не хотите мне ставить больше? Ну, потому что, опять же, я понимаю, что это перебор, это никак не коррелирует с моим там эстетическим видением груди и того, как выглядит пациентка. Но, здесь есть один очень важный момент. И момент в следующем. Я всегда стараюсь понять свою пациентку. Я пытаюсь понять, почему, какие мотивы у человека и почему он идет за этой операцией. И я на самом деле отказываю очень часто в, казалось бы, для пациента гораздо более простых запросов. Самая частая причина отказа, когда у человека есть нереальные ожидания, или эти ожидания чрезмерно завышены, или человек хочет сделать то, что сделать просто технически невозможно. Я не сказал «да», что я сделаю операцию. Я сказал о том, что как можно отказать таким аргументам. И, конечно, я вас не буду брать в 37 килограмм 100%. Ну, не И 37, 42. по нашему диалогу и по опыту общения я на многие вещи говорю «нет». Когда вы мне сказали «я хочу ходить без белья сразу», я сказал «нет». Когда мы вас заставляли приходить на перевязки, слава богу, на них приходили. И все-таки, в том числе этот разговор, он для меня попытка разобраться и понять в портрете пациента. Я бы хотел финализировать, может быть, это не конец разговора, но я бы хотел сказать, что я понимаю логику вашу, и она действительно есть. Более того, в отличие от многих людей, которые приходят за пластической операцией, не понимая, зачем им это, вы понимаете, зачем это. У вас есть картинка, и в этой картинке стремитесь. И здесь возникает вопрос ко мне, к вам, к тем людям, которые будут смотреть. А кто судьи и кто вправе принимать решения и говорить о том, что там, вы безумны, а кто-то другой не безумен, о том, что вы перерастете это, а кто-то не перерастет, о том, Ну что... вот если я перерасту, я уберу их, как бы нет проблем. Да, но здесь вопрос в том, что вы должны понимать, что это колоссальные последствия. И основной вопрос для меня сейчас, с точки зрения принятия решения, да или нет, он в том, насколько ваша кожа может принять эту историю. Потому что мы можем получить осложнение, и осложнение в виде там, Ну, инфекции. если чуть больше времени пройдет, допустим, не полгода. Но через полгода точно нет. Точно нет. Ну почему? Ну, потому что мы Я можем уже получить... С высокой степенью вероятности мы можем получить проблемы и осложнения. И если я получу осложнения и проблемы в вашей груди, это уже будет полностью моя ответственность, а не ваша. А Ну, я... через год. Посмотрим. Я буду настоящим мужчиной и скажу Вы уже посмотрим. настоящий мужчина. Спасибо.
Я хочу вас увидеть сильно позже. Я хочу вернуться к этому разговору. Я не говорю «да», потому что я не говорю «нет». Почему? Потому что вы моя пациентка, и однажды я вас взял и сделал 2 операции. И это моя философия, я несу ответственность за своих пациентов. И я не могу просто выбросить вас, сказать, идите в другое место, оперируйтесь. Это либо надо было делать сначала и не брать вас вообще, либо мы должны с вами находить какой-то общий язык, и, возможно, и я верю в это, мне удастся найти аргументы и вас отговорить. Вообще меня отговорить невозможно по жизни ни в чем. Вдруг я буду везунчиком и счастливчиком. Первое. Вы можете не перенести наркоз. Просто умереть. Ну и... Так это не работает. Есть уголовная ответственность за смерть пациента. И я не хочу к этому быть причастным. Соответственно, мы понимаем, что есть определенные условия, которые должны быть выполнены. По анестезиологии, по анализам, по белку, по нутритивному статусу. Меня невозможно отговорить. А если я говорю просто «нет»? Ну почему? Ну, ответьте мне на Нет, я вопрос. хочу квас. Хорошо, но если я говорю «нет», вы же не можете меня заставить. Ну почему? А как? Ну я надеюсь, этого не случится. Я очень хочу. Посмотрим. Я прям мечтаю.